Стоп! Не перекручивайте экран, и если вы сейчас обедаете, лучше отложите бутерброды в сторону. Вы когда-нибудь видели, как выглядит настоящий кошмар на максимальном увеличении? Прямо сейчас на ваших глазах целая армия живых червей начнет растворяться изнутри. Вы только посмотрите на это. Если вам кажется, что это просто клубок ниток, то у меня для вас плохие новости. Это сотни, тысячи живых нематод, которые прямо сейчас празднуют вечеринку на предметном стекле под моим микроскопом. И сегодня мы устроим им настоящий сюрприз. Многие из вас в комментариях писали: «Виктор, а сработает ли самая дешевая таблетка от глистов из аптеки? Или нужно покупать дорогущие препараты за большие деньги?» Сегодня мы это выясним. Мы возьмем препарат, который стоит копейки, и бросим его прямо в эпицентр этой живой дискотеки. Выживет ли хоть кто-то, или дешевая химия растворит их в пыль? Всем привет, я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Пристегнитесь, будет мерзко, но очень интересно. Ну что, друзья, давайте познакомимся с нашими сегодняшними добровольцами. Я их специально разводил для этого видео, холил и лелеял, чтобы сегодня, вы поняли. Посмотрите на эту плотность населения. Нью-Йорк и Токио в час пик просто отдыхают. Это не просто черви, это целая цивилизация. Тут у нас есть все. И совсем маленькие детки, и огромные особи, настоящие гиганты микромира. Обратите внимание на некоторых, они буквально набиты яйцами. Видите эти темные пятна внутри? Это значит, что если бы они были внутри организма, то завтра их стало бы в 10 раз больше. Они переплетаются, путаются, реально как логово каких-то инопланетных змей из ужастиков. На самом деле зрелище даже по-своему красиво, если забыть, что это могут быть паразиты. Я их называю мои маленькие гимнасты. Посмотрите, как они извиваются. Но сегодня их физкультура закончится. Напишите в комментариях, у кого сейчас пробежали мурашки по коже. Не стесняйтесь, мы тут все свои. А вот и наш сегодняшний гость. Самая дешевая таблетка от глистов, которую я смог найти в аптеке. На меня, если честно, посмотрели с подозрением, когда я попросил самую бюджетную, но заветную таблетку продали. Название говорить не буду, чтобы не делать рекламу или антирекламу. Обычно люди думают, если дешево, значит там просто мел и ничего не сработает. Вот мы сейчас и проверим эту теорию. Я беру нож и аккуратно соскабливаю немного порошка. Нам не нужна вся таблетка, достаточно вот такой микроскопической щепотки, белой смерти для нашего микромира. Как вы думаете, справятся червяки? Или таблетка за $1 это просто плацебо? Ставлю на то, что битва будет легендарной. Ну что, угощаем? Посыпаю порошок прямо сверху на эту копошащуюся толпу. Внимательно смотрим в окуляр. И буквально в ту же секунду, вы это видите, поведение резко меняется. Это не просто совпадение и не монтаж. Все происходит в реальном времени. Черви, которые только что носились как угорелые, начинают очень быстро замедляться. Знаете, это похоже на то, как будто у батарейки внезапно кончается заряд. Прошла всего минута. Те, кто был под самыми крупинками порошка, уже не пытаются куда-то плыть. Они начинают двигаться еле-еле, как в замедленной съемке, словно плывут в густом киселе. Похоже, наше дешевое средство сразу дало им поддых. Давайте сместимся чуть в сторону, где порошка меньше, чтобы рассмотреть детали. Вот здесь мы четко видим, как нематодам становится, мягко говоря, нехорошо. Посмотрите на них, их буквально бьет в конвульсиях. Это не просто замедление, это паралич нервной системы. Таблетка блокирует их возможность управлять своим телом. А вот тут под кучкой порошка, там под слоем белой пыли, происходит настоящая агония. Кстати, пока червяки проходят свой первый круг ада, самое время поставить лайк этому видео. Вам это секундное дело, а для канала огромная помощь. И подпишитесь, если еще этого не сделали. У нас тут каждую неделю такие разборки, каких ни в одном триллере не увидишь.
Прошло ровно 5 минут. Картина удручающая, для нематод, конечно. Если раньше это было змеиное логово, то теперь неподвижные палочки. Большинство практически обездвижено. Кто-то еще пытается дергать хвостиком, но это уже скорее остаточные рефлексы. 5 минут, друзья. Всего 5 минут. И самая дешевая таблетка превратила их в овощей. 10 минут пребывания в этом растворе. Картина поменялась кардинально. Движения почти нет. Те единицы, которые еще сопротивляются, это, видимо, самые крупные орешки, альфа-нематоды. Но и они уже на грани. Это уже не движение, а едва заметное дрожание. Шансов у них 0. А теперь барабанная дробь. Прошло 20 минут. Внимание на экран. Посмотрите на это. Вам не кажется, что они стали какими-то прозрачными? У меня такое ощущение, что эта химия просто растворила все их внутренности изнутри, превратила их в кашу. Они выглядят как пустые оболочки. Ни одной живой души, ни одного лишнего движения. Полная тишина на предметном стекле. Таблетка не просто их остановила, она их буквально аннигилировала. Вся эта миллионная армия пала смертью храбрых. Но самое интересное – яйца паразитов. Обычно они бронированные, их фиг чем возьмешь. Но не в этот раз. Я внимательно посмотрел на них на максимальном приближении. Оболочки повреждены. Похоже, агрессивные вещества в составе начали разъедать даже их защиту снаружи. Никаких шансов на новое поколение. Почему же такой результат? Казалось бы, дешевое средство. Но физика и химия не смотрят на ценник. Паразитам все равно, сколько стоит упаковка. В таких препаратах используются старые проверенные вещества, которые действуют как мощный яд именно для мышечной и нервной системы червя. Для них это не дешевое лекарство. Для них это как если бы на нас вылили цистерну кислоты. Концентрация в капле воды получилась огромная, и результат впечатляет. Дешево не значит неэффективно. Дешевая таблетка уложила нематод на лопатки за 20 минут. Ну что, друзья, эксперимент удался на все 100. Мы увидели настоящий апокалипсис в капле воды. Нематоды не справились, химия победила. Напишите в комментариях, какой объект или препарат вы хотите, чтобы я проверил. Я все читаю. Берегите себя, мойте руки перед едой и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые погружения в микромир. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. До скорого. Пока-пока.